После обновления в eFootball 2023 появилось немало интересных игроков. Кого-то прокачали, кого-то понизили, а также добавили новых исполнителей, которые отсутствовали в базе данных ранее. Сейчас всех не вспомнишь, но самые такие заметные это, например, Нкунку или Карим Адееми. Как минимум эти двое игроков меня заинтересовали после обновления, и естественно я их подписал в свой основной состав, прокачал и ознакомился, что они из себя представляют. И если на того же Нкунку на ютубе уже присутствуют некоторые обзоры, то на Карима Адееми еще мало, хотя, возможно, к релизу этого ролика они тоже появятся. Но, тем не менее, сегодня предлагаю сделать обзор не патча, не обновления, а именно что самого игрока. Сегодня я расскажу, что из себя представляет Карим Адееми в eFootball 2023 и как его нужно правильно прокачивать. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайк под этим роликом, делитесь своим мнением в комментариях, если уже кто-то успел опробовать этого немецкого нападающего, и обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Игрок Дортмундской Боруссии в игре находится без клуба, поскольку, опять-таки, его клуб в базе данных игры отсутствует. Но, тем не менее, Карим Адееми значится как свободный агент. Оценивается он всего лишь в 18 тысяч гпшек, и его первоначальный рейтинг составляет 73 пункта. Однако при полной прокачке он прокачивается до 88 и до плюс 90, если соответствует вашему стилю команды. Не буду таить интригу и скажу сразу, что по сравнению с другими нападающими Карим Адееми достаточно слаб. Но у него есть одно и даже несколько небольших преимуществ. Во-первых, у него есть способность суперсаб. Он отлично выходит на замену и имеет чуть ли не самую лучшую скорость в игре, даже лучше, чем у Мбаппе. А именно при полной прокачке скорость у немца составляет 92 и ускорение 96. И вы только представьте, если выпустить этого суперсаба во втором тайме, когда защитники противника уже подустали. Как минимум может получиться очень даже интересно. Также из прокачанных скиллов у немца можно отметить скорость дриблинга, которая составляет 85, и умение атаковать 81. У нападающего вполне неплохая реализация 80, но это далеко не предел, особенно для игрока его позиции, мы все с вами это понимаем. Ну а так, несмотря на хорошую скорость, у него крайне слабая выносливость, даже при полной прокачке она составляет 67, поэтому ставить игрока в основу это просто выстрел в ногу. В целом же телосложение и моделька у игрока она небольшая и достаточно пластичная, а если обратить внимание на его навыки, то в принципе управляется он очень даже неплохо, спокойно может уйти от выставленной ноги и очень неплохо цепляется за мяч, особенно может побороться с защитником, опять-таки, если выйдет во втором тайме. Я также прикупил его в свой основной состав и прокачал на фулл. И могу сказать, что как суперсаб, как игрок с выходом на замену, он очень даже хорош. Я так и не рискнул поставить его в основу с первых минут, но и это не имеет смысла, потому что, опять-таки, выносливость не самая лучшая, и при наличии суперсаба зачем его выпускать с первых минут. Когда же игрок выходит на замену, то в отличие от всей команды, он смотрится прям бодрячком. Он готов вести игру своей командой впереди и не боится идти в контакт с защитниками. То есть, если кто-то попытается отнять у него мяч, и вы попытаетесь выставить корпус Адееми, то он, в принципе, может пободаться, и зачастую может даже выйти победителем, за счет того, что он вышел со скамейки запасных. Также стоит обратить внимание на стиль игры у данного футболиста. Наиболее всего прокачано именно что быстрая контратака, и оно неудивительно, вспомните его скоростные характеристики. Конечно, не проблема, можно прокачать любой другой стиль игры. Ну, например, если у вас игра идет через контроль мяча, то этот нападающий вам крайне не рекомендуется, потому что скиллы по пасам у него крайне и крайне слабые. И, соответственно, в подыгрыше данный нападающий очень и очень слаб. Этот игрок подойдет тем, кто любит быструю игру, кто забрасывает закидушки на фланге или даже по центру, и есть большая вероятность того, что Карим Адееми будет успевать на эти передачи и даже сможет попадаться с уставшими защитниками, поэтому для таких игроков, для таких составов и схем данный игрок подойдет как нельзя лучше. К слову, на своих экранах вы наблюдаете правильное распределение очков для максимальной прокачки данного футболиста. Повторюсь, при максимальной прокачке он прокачается до 88 и даже до плюс 90, если будет соответствовать стилю вашей команды. Его крайне слабые скиллы по пасам или та же самая выносливость не дают мне с уверенностью сказать, что этот нападающий стоит вашего внимания, но принимая во внимание его достаточно нескромную скорость, его реализацию, конечно, не самую лучшую, но тоже неплохую. И учитывая его небольшую стоимость за ГПшки, я бы его вам порекомендовал как суперсаба, как вариант с выхода со скамейки. Он стоит всего ничего, и поэтому, приобретя его, вы сильно не потеряете. Возможно, он кому-то зайдет, кому-то нет, но попробовать стоит наверняка.
Но в комментариях я буду ждать ваше мнение по поводу данного футболиста, если вы уже успели его опробовать в своем составе. Как он вам, оправдал ли ваши ожидания и как вы его используете. Отпишите в комментариях. Если этот ролик показался вам интересным или даже помог, то не забудьте поддержать его своим большим пальцем вверх и в комментариях отписать соответствующий комментарий. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании, и на этот канал, если находитесь здесь впервые. У меня же на этом все. Я всех благодарю за просмотр этого видео. Желаю удачи вам в игре в eFootball или же в PS и желаю вам всего самого наилучшего. Всем пока!